Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Вы на канале Духовный мир за гранью. Сегодня рассмотрим тему «Новый мировой порядок уже существует. Конец истории. Кто заговорщики?» Новый мировой порядок – это теория заговора, согласно которой в настоящее время формируется тайное тоталитарное мировое правительство. Общим местом в конспирологии нового мирового порядка является идея существования теневого правительства, образованного тайной правящей элитой, стремящейся к проведению глобализации, чтобы установить над всем миром власть единого авторитарного правительства, которое придет на смену суверенным национальным государствам. А также это идея всеохватывающей пропаганды и идеологии, которая провозглашает создание нового мирового порядка как закономерного конца истории. Многие исторические и современные влиятельные деятели рассматриваются как участники группы заговорщиков, которая посредством различных подставных организаций организует важные политические и экономические события, такие как создание системного кризиса для подавливания спорных экономических мероприятий, например, шоковую терапию на национальном и международном уровнях с целью достижения мирового господства. Что такое шоковая терапия? Это экономическая теория, а также комплекс радикальных экономических реформ, основанных на принципах свободного рынка через массовую приватизацию, дерегулирование, уменьшение госрасходов и отказа от государственного контроля цен. Эти реформы, как декларируют постулаты шоковой терапии, направлены на оздоровление экономики государства и вывод ее из кризиса. К реальным примерам шоковой терапии относится план Балцеровича в Польше, тэтчеризм в Великобритании, а также принцип аргентинского президента Хавьера Милея. К реформам шоковой терапии относится моментальная либерализация цен, сокращение денежной массы, приватизация убыточных государственных предприятий, отказ от субсидий, уменьшение количества ненужных министерств и государственных расходов. Что же такое мировое господство? Мировое господство – это полный контроль всех геополитических пространств одним актором. Несмотря на связанные с глобализацией тенденции уменьшения политической и геополитической роли государств, таким актором остается государство, поскольку этот институт обладает наибольшим объемом и наилучшей структурой ресурсов, необходимых для контроля геополитических пространств. Государства имеют разные возможности для осуществления мирового господства. Контролировать все типы геополитических пространств способны только государства, имеющие статус сверхдержавы, то есть обладающие совокупной мощью, которая абсолютно превосходит совокупную мощь любого другого государства данной эпохи. Кто же эти предполагаемые заговорщики? Многие люди, похоже, считают, что США управляются из-за кулис теневым правительством с тайными намерениями, то есть большой секретной группой, которая хочет изменить систему управления или поставить страну под контроль мирового правительства. В прошлом заговорщики часто упоминали криптокоммунистов, которые были исполнены решимости объединить Соединенные Штаты с СССР в общее мировое правительство, но распад СССР в 1991 году подрывает эту теорию. Большинство теоретиков заговора сместили свой фокус на Организацию Объединенных Наций, ООН, как вероятную контролирующую силу при новом мировом порядке. Но эта идея подрывается бессилием ООН и ее ограниченной ролью. Политолог Дэвид Роткопф скептически относится к теории заговора о новом мировом порядке. В своей книге 2008 года он утверждает, что мировое население в 6 миллиардов человек управляется элитой из 6 тысяч человек. До конца 20 века правительства великих держав обеспечивали большую часть суперкласса в сопровождении нескольких глав международных движений, Папы Римского и предпринимателей Ротшильдов, Рокфеллеров.
По словам Роткопфа, в начале 21 века вследствие внешнеэкономического влияния, подпитываемого взрывным расширением международной торговли и международных коммуникаций, власть национальных государств уменьшилась, сократив политиков до статуса брокера власти. А лидеры международного бизнеса, финансов и оборонной промышленности не только доминируют над суперклассом, они еще и свободно перемещаются на высокие позиции в правительствах своих стран и возвращаются к частной жизни в значительной степени за пределами внимания избранных законодательных органов, включая Конгресс США, которые остаются в ужасном неведении о делах за пределами своих границ. Он утверждает, что непропорциональное влияние суперкласса на национальную политику конструктивно, но всегда эгоистично, и лишь немногие из них возражают против коррупции и репрессивных правительств, если они могут вести бизнес в этих странах. Рассматривая историю мира как историю войн между тайными обществами, теоретики заговора идут дальше Роткопфа и других ученых, изучавших мировую властную элиту, утверждая, что созданы семьи высшего класса со старыми деньгами. Старые деньги, old money, это унаследованное богатство устоявшихся семей высшего класса, то есть джентри, патриции, или человек, семья или род, обладающий унаследованным богатством. Этот термин обычно описывает социальный класс богатых, которые смогли поддерживать свое богатство на протяжении нескольких поколений, часто относясь к предполагаемым членам де-факто аристократии в обществах, в которых исторически отсутствует официально установленный аристократический класс, например, в США. Старые деньги обычно ассоциировались со статусом белых англосаксонских протестантов. Кого же финансируют эти семьи высшего класса? Они основали и финансируют Бильдербергский клуб. Что это такое? Это Бильдербергская группа, конференция или Бильдербергская встреча. Это ежегодный закрытый форум, созданный в 1954 году для развития диалога между Европой и Северной Америкой. Повестка дня, первоначально направленная на предотвращение новой мировой войны, теперь определяется как укрепление консенсуса в отношении свободного рыночного западного капитализма и его интересов во всем мире. В число участников входят политические деятели, члены королевских домов, бизнесмены, эксперты в области промышленности и финансов, представители научных кругов и средств массовой информации, число которых составляет от 120 до 150 человек. Все участники допускаются исключительно на основе приглашений. Участники имеют право использовать информацию, полученную на конференции, но не раскрывать, кому конкретному она принадлежит, известное как правило Чатем-хауса. Также они финансируют Богемский клуб, то есть частный клуб, который расположен в районе Юнион-сквер, Сан-Франциско, штат Калифорния, в Богемской роще, к северу от округа Сонома. Основан Богемский клуб в 1872 году, изначально как место периодических встреч журналистов, художников, музыкантов, а впоследствии состав постоянных членов клуба расширился и до бизнесменов и предпринимателей. Клуб также предлагает временное членство президентам университетов и военным командирам. Ныне в члены клуба входят многие мировые лидеры, такие как Джордж Буш, Вернон Уолтерс, Уильям Тафт, Калвин Кулидж, Герберт Гувер, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Рональд Рейган, Колин Пауэлл, Уолтер Шира, Фрэнк Борман, Генри Киссинджер и многие-многие другие. Также в систему финансирования входит Римский клуб. Это международная общественная организация, аналитический центр, созданная итальянским промышленником Аурелио Пиччей, который стал его первым президентом, и генеральным директором по вопросам науки ОСР Александром Кингом 6-7 апреля 1968 года,
объединяющая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Организация внесла значительный вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропаганду идеи гармонизации отношений человека и природы. Одной из главных своих задач Римский клуб изначально считал привлечение внимания мировой общественности к глобальным проблемам с помощью своих докладов. Заказ клуба на доклады определяет только тему и гарантирует финансирование научных исследований, но ни в коем случае не влияет ни на ход работы, ни на ее результаты и выводы. Авторы доклада, в том числе и те из них, кто входит в число членов клуба, они пользуются полной свободой и независимостью. Деятельность Римского клуба включает в себя широкий спектр конкретно научных разработок, которые послужили толчком к возникновению такого нового направления научных исследований, как глобальное моделирование, глобальные проблемы, общие философские рассуждения о бытии человека в современном мире, о ценностях жизни и перспективах развития человечества. Работы в сфере глобального моделирования, построение первых компьютерных моделей мира, критика негативных тенденций западной цивилизации, развенчание технократического мира об экономическом росте как наиболее эффективном средстве решения всех проблем, поиск путей гуманизации человека и мира, осуждение гонки вооружений, призыв к мировой общественности объединить усилия, прекратить межнациональные распри, сохранить окружающую среду, повысить благосостояние людей и улучшить качество жизни. К финансированию относится также и Совет по международным отношениям. Это частная американская организация в сфере международных связей. Основана она в 1921 году, располагается в Нью-Йорке, на углу 68-й улицы и Парк-авеню. Есть дополнительное бюро в Вашингтоне, округ Колумбия. Совет является наиболее мощной частной организацией по влиянию на внешнюю политику Соединенных Штатов. Раз в 2 месяца выпускает журнал Foreign Affairs. Имеет обширный веб-сайт, включая ссылки на его мозговой центр, программы исследований Дэвида Рокфеллера, другие программы и проекты, публикации, историю, биографии известных руководителей и других членов Совета директоров, корпоративных членов и пресс-выпуски. К финансированию относится и фонд Ротса, Сесил Джон Ротс. Это южноафриканский политик и предприниматель, деятель британского империализма, организатор английской колониальной экспансии в Южной Африке, по мнению некоторых архитектор апартеида. В 1890-1896 годах он возглавлял Капскую колонию. В честь Ротса получили свои названия Северная Родезия, ныне Замбия, и Южная Родезия, позже Родезия, ныне Зимбабве. Ротс учредил условия стипендии, которые названы его именем. Также Ротс приложил много усилий для реализации своего видения железной дороги от Кейпа до Каира через британскую территорию. Следующей системой, которая финансируется, является «Череп и кости». Это старейшее тайное общество студентов Ельского университета. Считается, что членами общества становятся только представители высшей элиты, выходцы из самых богатых и влиятельных семей США. Они занимали и занимают важнейшие посты в политике, в СМИ, финансовой, научной и образовательной сферах. Так, среди патриархов тайной ложи, ее основателей, значились Расселы, Тафты, Гильманы. Впоследствии в состав общества входили Банди, Лорды, Рокфеллеры, Уитни, Фелпсы, Буши и прочие. Согласно сложившейся традиции, после того, как члены общества «Череп и кости» покидали изолированную среду кампуса Ельского университета и занимали важные посты в правительстве и иных общественных структурах, они продолжали поддерживать связь друг с другом на протяжении всей жизни. Кого же еще поддерживают семьи высшего класса? Они поддерживают трехстороннюю комиссию
Это неправительственная международная организация, состоящая из представителей Северной Америки, Западной Европы и Азии в лице Японии и Южной Кореи, официальная цель которой – это обсуждение и поиск решений мировых проблем. Организация была создана в 1973 году по инициативе ведущей группы Бильдербергского клуба и Совета по международным отношениям, в том числе Дэвида Рокфеллера, Генри Киссинджера и Збигнева Бзежинского. Объединяет от 300 до 400 наиболее известных и влиятельных лиц, бизнесменов, политиков и интеллектуалов из Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее цель – содействовать и наращивать политико-экономическое сотрудничество между этими тремя ключевыми регионами мира. Подобно Бильдербергскому клубу, является сторонником глобализма. Также подверглись финансированию и подобные мозговые центры и частные клубы, иллюминаты, замышляющие навязать тоталитарный новый мировой порядок, создание авторитарного мирового правительства, контролируемого Организацией Объединенных Наций и Глобальным Центральным банком, который поддерживает политическую власть через финансы экономики, то есть финансирует экономику, ограничение свободы слова через концентрацию собственности средств массовой информации, тотальную слежку, широкое использование государственного терроризма и всеобъемлющую пропаганду, которая создает культ личности вокруг марионеточного мирового лидера и продвигает идеологию мирового правительства как кульминацию исторического прогресса. Марксисты, которые скептически относятся к правым популистским теориям заговора, также обвиняют мировую властную элиту в том, что она не принимает близко к сердцу интересы всех, а многие межправительственные организации страдают от дефицита демократии, но утверждают, что суперкласс плутократов заинтересован только в наглом навязывании неолиберального или неоконсервативного нового мирового порядка, осуществлении глобального капитализма посредством экономического и военного принуждения, якобы для защиты интересов транснациональных корпораций, который систематически подрывает возможности социалистического мирового правительства. Утверждаю, что мир находится в середине перехода от американской империи к правлению глобального правящего класса, который появился внутри американской империи. Они указывают, что правые популистские теоретики заговора, ослепленные своим антикоммунизмом, они не видят, что новый мировой порядок, по иронии судьбы, является высшей степенью той самой капиталистической экономической системы, которую они защищают. Давайте рассмотрим задачи нового мирового порядка. Градуализм. Теоретики заговора обычно утверждают, что новый мировой порядок реализуется постепенно, ссылаясь на формирование Федеральной резервной системы США в 1913 году, Лиги наций в 1919, Международного валютного фонда в 1944 году, ООН в 1945 году, Всемирного банка в 1945 году, Всемирной организации здравоохранения в 1948 году, Европейского союза и валюты евро в 1993 году, Всемирной торговой организации в 1998 году, Африканского союза в 2002 году и Союза южноамериканских наций в 2008 году. Теория гласит, что группа теневых и в основном безымянных международных элит планирует заменить федеральное правительство Соединенных Штатов транснациональным правительством. Поэтому теоретики заговора полагают, что граница между Мексикой, Канадой и Соединенными Штатами находится в процессе скрытого стирания группой глобалистов, конечной целью которых является замена национальных правительств в Вашингтоне, Оттаве и Мехико политическим союзом и раздутой бюрократией европейского типа. Следующая задача нового мирового порядка – это государственный переворот.
Американские правые популистские теоретики заговора, особенно те, которые присоединились к ополченскому движению в США, предполагают, что новый мировой порядок будет построен посредством драматического государственного переворота с секретной командой, которая использует черные вертолеты в США и других национальных государствах. Для чего? Для того, чтобы установить тоталитарное мировое правительство, контролируемое ООН и принуждаемое войсками иностранных миротворцев ООН. Согласно планам, этот военный переворот будет включать приостановку действия Конституции, введение военного положения, назначение военных командиров на пост главы государства и местных органов власти и задержание диссидентов. Следующая задача – это тотальная слежка. Сторонники теории заговора, обеспокоенные злоупотреблением слежкой, полагают, что новый мировой порядок реализуется через принятие культа интеллекта. Что такое культ интеллекта? Это один из элементов прогресса дехристианизации во время Французской революции. Создан он Пьером Гаспаром Шуметом, Жаком Рене Эбером и их последователями с намерением упразднить христианскую религию во Франции. Также с помощью массового наблюдения и использования номеров социального страхования, штрихового кодирования розничных товаров с универсальной маркировкой кода продукта и совсем недавно RFID-метки с помощью имплантации микрочипов. Что такое массовая слежка? Массовая слежка – это тщательный надзор за всем населением или значительной его частью с целью контроля за этой группой граждан. Слежка часто осуществляется местными и федеральными органами власти или правительственными организациями, но ее могут вести корпорации как по поручению властей, так и по собственной инициативе. В зависимости от законодательства и судебной системы каждой страны, законность массовой слежки и требования к получению разрешения на нее могут различаться. Это самая характерная отличительная черта тоталитарных режимов – массовая слежка. Давайте рассмотрим следующую задачу мирового порядка – контроль с помощью оккультизма. Христианские сторонники теории заговора, начиная с британского историка-ревизиониста Неста Хелен Вебстер, считают, что существует древний оккультный заговор, начатый первыми жрецами гностицизма и увековеченный их предполагаемыми эзотерическими преемниками, такими как каббалисты, катары, тамплиеры, герметики, розенкрейцеры, масоны и в конечном счете иллюминаты, которые стремятся подорвать иудео-христианские основы западного мира и построить новый мировой порядок через единую мировую религию, которая готовит массы к принятию имперского культа антихриста. Но в более широком смысле они предполагают, что глобалисты, которые строят заговор от имени нового мирового порядка, подчиняются неким оккультным сообществам во главе с демонами, падшими ангелами или Люцифером. Они полагают, что эти заговорщики используют силу оккультных наук, нумерология, например, с помощью символов, око провидения, с помощью ритуалов, это масонские степени, памятников, это национальные достопримечательности торгового центра, зданий, это законодательное здание Манитобы, и объектов, это международный аэропорт Денвера, для продвижения своего заговора, чтобы управлять миром. Также мы все замечаем контроль за рождаемостью. Сторонники теории заговора считают, что новый мировой порядок также будет построен посредством контроля над численностью населения, чтобы легче следить за передвижениями народных масс. Мирные способы остановки роста человеческих обществ включают репродуктивное здоровье и программы планирования семьи, которые способствуют воздержанию, контрацепции и абортам, и широко используются правительствами многих стран. Существуют радикальные способы сокращения населения, такие как геноциды, разжигание ненужных войн, распространение эпидемий путем разработки новых вирусов и заражающих вакцин, контроль за мировым климатом с помощью современных установок. Теоретики заговора утверждают, что глобалисты, замышляющие заговор от имени нового мирового порядка, являются неомальтузианцами, которые разжигают панику,
по поводу перенаселения и изменения климата, чтобы создать общественную поддержку принудительного контроля над населением и в конечном счете мировое правительство. Повестка дня на 21 век осуждается как сосредоточение мирового населения в городах и опустошение сельской местности. Дальше поговорим о следующем средстве контроля – это контроль сознания. Социальные критики обвиняют правительства, корпорации и средства массовой информации в том, что они вовлечены в следование модели пропаганды и, как это ни парадоксально, в производство культуры страха благодаря возможности усиления социального контроля, который недоверчивое и запуганное население может позволить власть имущим. Однако некоторые теоретики заговора опасаются, что новый мировой порядок будет построен с помощью контроля сознания, широкого спектра тактик, способных подорвать контроль индивида над его собственными мыслями, над поведением, эмоциями и решениями. Говорят, что эта тактика включает в себя все, от промывания мозгов спящих агентов, проект МК Ультра, до инженерных психологических операций, вторирования воды, подсознательная реклама, микроволновый слуховой эффект и медуза, и парапсихологических операций, проект Stargate, для воздействия на массы. Что такое проект МК Ультра? Это кодовое название секретной программы американского ЦРУ, имевшей целью поиск и изучение средств манипулирования сознанием, например, для вербовки агентов или для извлечения сведений на допросах, в частности с помощью использования психотропных химических веществ, оказывающих воздействие на сознание человека. Что такое медуза? Медуза как метод психологического воздействия, средство сдерживания толпы с использованием бесшумного звука. Это направленное нелетальное оружие, разработанное компанией Waveband Corporation в 2003-2004 годах для временного введения из строя личного состава. Принцип действия оружия основан на микроволновом слуховом эффекте, вызывающем сильное звуковое ощущение в голове человека при воздействии определенных видов импульсного, модулированного микроволнового излучения. Проект Stargate – это американское многонациональное совместное предприятие в области искусственного интеллекта, основанное в 2025 году. Также говорится о ношении шапочки из фольги для защиты от таких угроз. Это очень стало популярным стереотипом и поводом для насмешек. Фраза служит олицетворением паранойи и связана с теоретиками заговора. Шапочка из фольги – это головной убор из металлической, обычно алюминиевой фольги, якобы способный защищать мозг и сознание от вредных излучений и влияний. Это никогда не подтверждалось никакими научными исследованиями. Часто в разных странах это используется как атрибут при изображении сторонников теории заговора. Скептики утверждают, что паранойя, стоящая за одержимостью теоретика заговора, контролем сознания, контролем численности населения, оккультизмом, тотальной слежкой, большим бизнесом, большим правительством, глобализацией, возникает из комбинации двух факторов. Когда он или она, во-первых, придерживается сильных индивидуалистических ценностей и, во-вторых, испытывает недостаток власти. Первый атрибут относится к людям, которые глубоко заботятся о праве человека делать свой собственный выбор и направлять свою жизнь без вмешательства или обязательств перед более крупной системой, например, правительством, но сочетает это с чувством бессилия в собственной жизни. И человек получает то, что некоторые психологи называют паникой субъектности, интенсивной тревогой по поводу очевидной потери автономии внешним силам или регуляторам. Когда пылкие индивидуалисты чувствуют, что они не могут осуществить свою независимость, они переживают кризис и предполагают, что в узурпации этой свободы виноваты более крупные силы. Все эти задачи, перечисленные, как мы наблюдаем с вами, постепенно реализуются, уже частично реализованы. То есть мировой порядок идет уже сегодня и давно, на полном ходу. Когда же наступит конец истории и чем все это закончится?
Начиная с XIX века, многие апокалиптические христианские эсхатологи, начиная с Джона Нельсона Дарби, предсказывали глобалистский заговор с целью навязать тираническую структуру управления новым мировым порядком, как исполнение пророчества о конце времен в Библии. В частности, в книге Иезекииля, книге Даниила, в синоптических Евангелиях и книге Откровения. Они утверждают, что люди, которые заключили сделку с дьяволом, чтобы получить богатство и власть, стали пешками в сверхъестественной шахматной игре, чтобы заставить человечество принять утопическое мировое правительство, которое опирается на духовные основы синкретической мессианской мировой религии. Позже покажет себя антиутопической мировой империей, навязывающей имперский культ нечестивой троицы сатаны, антихриста и лжепророка. Во многих современных христианских теориях заговора лжепророк будет либо последним папой католической церкви, подготовленным и установленным Альто Вендитой или иезуитским заговором, либо будет гуру из движения New Age, либо даже лидером значительной фундаменталистской христианской организации, такой как Братство, в то время как антихрист будет либо президентом Европейского Союза, либо генеральным секретарем ООН, либо даже халифом панисламского государства. Вот чем это закончится. Риторика нового мирового порядка клевещет на христианскую веру, так как новый мировой порядок, как его определяют христианские теоретики заговора, не имеет никакой основы в Библии. Более того, он утверждает, что эта идея не только не библейская, она положительно антибиблейская и принципиально антихристианская, потому что неверно истолковывая ключевые места в книге Откровения, она превращает утешительное послание о грядущем Царстве Божьем в страх, в панику, отчаяние перед лицом якобы приближающегося мирового правительства. Церковные лидеры предупреждают о реальной опасности, что христиане могут собрать лишний духовный багаж, доверчиво принимая теории заговора. Поэтому они призывают христиан, которые верят в теории заговора, покаяться. Хотя, как мы видим, новый мировой порядок идет полным ходом, и не верить в это невозможно. Нельзя закрывать глаза на происходящее, на очевидное, но и паниковать нет смысла. Каждый из нас может только по возможности не поддаваться каким-то сигналам от мирового порядка, от их контроля, хотя и тут мы вынуждены подчиняться. ИНН, чипы, вакцины и все прочее – это показатель, что мы без нашей воли в основном уже приняли давно этот контроль. Но конец света еще не наступил, конец истории также не наступил. И мы можем только молиться Богу о нашем спасении от Антихриста, который этот мировой порядок давно внес в наши жизни и дальше продолжает агрессивно действовать наглостью, принуждением к новому мировому порядку. Одним словом, спасайтесь кто как может и не забывайте про Бога. Это единственный наш Спаситель, наша надежда, наше утешение и наша помощь. И мы сами должны по возможности действовать против Антихриста. Мира вам и добра, наши дорогие слушатели. Благодарю вас.